Здравствуйте, уважаемые зрители научно-популярного канала Оздоровление. Я Александр Закурдаев. От вас постоянно поступают вопросы относительно приема соды. Сегодня я поделюсь своим опытом и надеюсь, что это поможет вам решить те проблемы, которые у вас возникают. Я пью соду каждый день с 2013 года. Это обычная сода, это у меня в руках эта пачка, написано сода пищевая, вот. На ней написано натрий двууглекислый, гидрокарбонат натрия, но еще есть такое название, как бикарбонат натрия. То есть это одно и то же вещество. Дальше написано пищевая добавка Е500, разрыхлитель, применяется при изготовлении кондитерских изделий и в хлебопечении. Об этом многие люди знают, а некоторые хозяйки даже используют соду при приготовлении домашней выпечки как разрыхлитель. То есть сода используется не только для чистки посуды, но и для приготовления пищи. Но не все люди знают, какую роль играет бикарбонат натрия в организме человека. В организме есть единственный показатель, который не должен меняться в течение жизни человека. Это водородный показатель крови pH. Он должен быть равен 7,4 плюс-минус 0,15. То есть кровь должна постоянно быть щелочной. На значение pH крови в основном влияет та пища, которую мы с вами потребляем. Она имеет кислотные и щелочные свойства. О других факторах, которые влияют на свойства крови, мы сейчас не говорим. Так вот, при приеме пищи меняется pH крови, а мы сказали, что он должен быть постоянным. Так вот, постоянную величину pH крови в организме человека обеспечивает буферная система крови. Одна из них – это бикарбонатная система. Она использует бикарбонат натрия, который является составной частью крови и поддерживает кровь в щелочном состоянии. В организме человека количество бикарбоната находится в равновесном состоянии с содержанием углекислого газа, который является кислотным соединением. Так вот, если в кровоток поступает больше кислоты, то используется больше бикарбоната натрия и меньше углекислого газа. А если наоборот поступает больше щелочей, то используется больше углекислого газа и меньше бикарбоната натрия. Вот таким образом поддерживается pH крови равное 7,4. Но проблема состоит в том, что в нашей еде и питье постоянно содержится больше кислотных составляющих, чем щелочных. Например, вода из водопровода, она кислотная, а мы пьем ее постоянно. И пища больше кислотной мы с вами потребляем, чем щелочной. И все это приводит к тому, что бикарбонатная буферная система работает с постоянным напряжением. При этом тратится большое количество бикарбоната натрия. С возрастом у человека уменьшаются ресурсы, в том числе уменьшается количество бикарбоната натрия. Вот постепенно эта буферная система работает все хуже и хуже, и это сказывается на здоровье человека. Вот для того, чтобы помочь бикарбонатной буферной системе, можно использовать пищевую соду, например, вот из этой коробки. В видеоролике мы уже давали рекомендации по потреблению соды. Еще раз напомню, что соду надо принимать на пустой желудок, то есть в желудке не должно быть никакой пищи, даже ее остатков. Вы знаете, что когда пища находится в желудке, то организм выделяет соляную кислоту для ее переваривания.
Некоторые люди едят на ночь. В этом случае пища может задерживаться в желудке и до утра. Или есть люди, у которых желудок растянутый, они потребляют слишком много пищи, и вот некоторое количество остатков пищи может также задерживаться в желудке. То есть бывают случаи, когда люди считают, что у них желудок пустой, но это не всегда так. Я ужинаю в 6-7 часов вечера и до утра уже ничего не ем. Утром у меня желудок пустой, и я могу принимать соду. Многие люди знают, что соду надо заваривать, но как это делать? Вот у меня здесь находится чайник. Я вот этот чайник сейчас включил, и он будет постепенно нагреваться. Надо учитывать, что при приеме соды может выделяться углекислый газ. Вот если это происходит, то углекислый газ раздражает стенки желудка и возможно выделение желудочного сока соляной кислотой. Чтобы избежать этого, я нагреваю воду до 90 градусов и после этого завариваю соду вот в этом стакане. Сейчас мы дождемся, пока это произойдет. Вот здесь у меня на чайнике есть термометр. Вот у кого нет такого чайника, то тоже большой трудности это не составит. Вы можете открыть крышку чайника и с некоторого расстояния, чтобы не обжечься, наблюдать, как там идет процесс закипания воды. Вот у меня уже вода согрелась до 90 градусов. Я кладу пол чайной ложки соды в стакан, наливаю этой горячей воды в этот стакан и размешиваю. Вот, при этом у меня происходит активное выделение газа. Ну, вы знаете, наверное, что при нагревании сода разлагается на карбонат натрия, углекислый газ и воду в парообразном состоянии. Вот у меня здесь выделяется углекислый газ и пар. Это можно видеть, если вы это размешивание делаете на темном фоне. Ну, я вот размешиваю достаточно долго, для того, чтобы у меня вот этот углекислый газ вышел. Конечно, горячий раствор соды пить нельзя, вы можете обжечь себе слизистую оболочку рта. Но чтобы этого не произошло, вы должны пить вот этот раствор при температуре примерно 50 градусов. Ну, для того, чтобы у меня такая температура в растворе была, я доливаю холодной воды, не кипяченой. Вот. И после этого я пью. Ну, вы знаете, что мы получили щелочной раствор. Вот для того, чтобы оценить, насколько большой показатель pH, я вот беру такой биосенсор, то есть это бумажная такая полосочка, на конце ее находится вот такой специальный элемент. Мы погружаем на секунду в этот раствор, стряхиваем, и примерно в течение 1 минуты происходит окраска вот этого элемента вот здесь вот на конце. Вот. Но мы уже видим, что он потемнел достаточно сильно, даже больше, чем окраска при величине pH равной 9. То есть это получили содовый раствор, который имеет достаточно большое значение pH. Вот.
Ну, в заключение я хочу сказать, что соду не нужно воспринимать как панацею от всех болезней. Если вы не будете правильно питаться, употреблять воду, очищать организм от токсинов, шлаков и паразитов, мало двигаться, то здоровыми вы не будете. Вот. Об этом мы с Иваном Павловичем подробно пишем в наших книгах, и также вы можете об этом услышать в тех видеороликах, которые уже есть в YouTube. Желаю вам здоровья, до свидания. С вами был Александр Закурдаев.